чем тоньше ниточки, тем красивее, эффектнее, рельефнее смотрится такой элемент. Но для мастер-класса я, конечно, использовала совсем другую пряжу, чтобы вам было более понятно. Это вот такая не тоненькая пряжа, и крючок я использовала 2,75. А этот листик связан крючком номер 1, что называется, почувствуйте разницу. Очень удобно его использовать в ирландском кружеве, потому что вот тут есть как бы двойное дно. И здесь мы можем хорошо прикрепляться сеточкой. Мне так кажется. Приступаем. Перед тем, как делать набор петель, нам надо определиться, какой длины мы оставим хвостик. Примерно 12 сантиметров. Примерно. Теперь я вяжу узелок очень слабенький, не затягивать. Зажимаю его пальцами, и теперь я буду вязать 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Делаю накид на крючок, захожу в самую первую петлю, в самую первую, и вяжу столбик с одним накидом. Провязали. Теперь мы берем пальцами наш сегмент провязанный и распускаем узелок. Он совершенно не нужен. Затягиваем. Один сегмент мы провязали. И еще надо провязать точно таких же 6 сегментов. Вяжем 3 воздушные. 1, 2, 3. Накид на крючок. И заходим вот в эти 2 петельки. Видите? И вяжем столбик с одним накидом. 2 сегмента. И снова 1 воздушная, 2, 3. Накид на крючок. Заходим под 2 петельки крайние 2 сегмента и вяжем столбик с одним накидом. 1, 2, 3. Накид на крючок, заходим. Обязательно под 2 ниточки, чтобы на крючке было 2 петли. И вяжем столбик с одним накидом. И еще таких же сегментов вяжем 3. Шесть сегментов я провязала, еще 1 остался. 1 воздушная, 2, 3. Накид на крючок. Снова заходим под 2 петельки, в середину 2 петелек, и вяжем столбик с одним накидом. И у нас получилось всего 7 сегментов. Теперь переходим ко второму ряду. Начинаем с 1 воздушной, петля подъема. Заходим в серединку нашего сегмента и вяжем 1 столбик без накида. Накид на крючок, заходим
и вяжем полустолбик. Накид на крючок и вяжем столбик с одним накидом. Провязали. Переходим ко второму сегменту. Здесь внимательно делаем накид, заходим в сегмент и будем вязать столбик с одним накидом, но сложный, или его еще называют патентный. Чем он отличается от обычного столбика? Тем, что он немного выше, чем обычный столбик с одним накидом, и немного ниже, чем столбик с двумя накидами. Мы провязываем сразу одну петлю, а потом уже 2 и еще 2. Сюда же повторяем точно такой же столбик. Накид на крючок, заходим в сегмент и вяжем одну петлю, вторую, третью. Это патентный или сложный столбик. А еще один столбик сюда же мы вяжем обычный столбик с одним накидом. Накид на крючок и заходим. Обычный столбик с одним накидом. 2 петли провязали и еще раз 2. Вот 2 сегмента уже провязаны. Остался третий. Сюда мы заходим, вяжем столбик с одним накидом обычный. Накид на крючок, заходим и вяжем. Раз и еще раз. Дальше мы вяжем полустолбик. Накид на крючок и сюда же в этот сегмент вяжем полустолбик. И сюда мы вяжем еще столбик без накида. Вот таким у нас будет первый ряд. После этого мы делаем петлю подъема, поворачиваемся. Вот здесь мы начинали, а поворачиваемся вот таким образом, а потом еще и вот таким, чтобы перед нами была косичка. А вязать мы будем за эти дальние полупетли, которые вот тут слева находятся. С каких мы начнем? На крючке петля не считается. Следующую петлю мы игнорируем, пропускаем и вяжем уже вот сюда. То есть фактически во вторую петлю от крючка. Вяжем столбик без накида. 1, второй, третий столбик без накида, 4, 5, 6, 7, 8. Не пропустили ни одной полупетли, и у нас получилось вот так. После этого мы вяжем одну воздушную и будем прикрепляться в параллельном ряду от того ряда, который мы только что провязали. Мы вязали здесь, а теперь будем вязать вот по этому ряду и тоже за полупетли.
чтобы этот не мешал, мы его загибаем вниз. И вот так поворачиваем вязание. И теперь вот эти петли, за которые мы будем вязать дальше, они у нас прямо перед глазами. Начинаем сразу же с первой полупетли и вяжем столбик без накида. Накид на крючок, следующая полупетля, идет полустолбик. Накид на крючок, столбик с одним накидом обычный. Накид на крючок, следующая полупетля, столбик с одним накидом обычный. Следующая полупетля, накид на крючок, заходим и вяжем патентный столбик с одним накидом. Провязываем 1, 2 петли и еще 2. И снова накид на крючок, двигаемся в следующую полупетлю, и в эту полупетлю мы вяжем 2 патентных столбика с одним накидом. Провязываем 1, накид на крючок, и в это же основание вяжем 2. Провязали еще и еще. Дальше мы вяжем 1 столбик обычный с накидом одним, в полупетлю заходим, обычный столбик с одним накидом, и в последнюю полупетлю мы вяжем полустолбик. Довязали ряд. И каждый раз, когда мы будем такой ряд провязывать, в самом конце мы будем прикрепляться. Прикрепляться будем в этот ряд, который вот так возвышается над вязанием. Находим самый крайний столбик, самый-самый крайний, заходим в него, прямо вот в основание. Вытягиваем рабочую нить и вяжем столбик без накида. Теперь мы этот ряд полностью закончили. Такой у нас лепесточек маленький получился. И дальше нам надо задействовать еще один сегмент в работу. Продвигаемся сюда, в серединку сегмента, и вяжем 3 столбика без накида. 3 одинаковых столбика. 1, 2 и 3. Вот так. После этого мы всегда будем вязать петлю подъема, 1 воздушная. И теперь мы поворачиваемся так. Теперь внимательно смотрите, чтобы не спутать и не пойти сюда. Нам этот высокий ряд не нужен. Мы будем вязать вот здесь, вот так вот мы его перед собой просматриваем и опять вяжем во 2 полупетлю от крючка. Я еще раз напомню, что на крючке петлю мы не считаем, следующую пропускаем, а вяжем сюда. Вяжем тоже столбик без накида. Внимательно смотрите, куда вы пойдете вязать.
чтобы не пошли по этой. Вот сюда мы вяжем, вот. Находим следующую полупетлю в этом ряду. И вот тут опасный поворот, когда мы можем пойти не тем путем. Вот, и переходим, смотрите, не сюда, а вот по этому ряду. И довязываем 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. В прошлый раз было 8, теперь 10. На 2 столбика добавилось. После этого, когда мы довязали, теперь нам опять надо прикрепиться к этому параллельному ряду. Перед этим мы делаем одну воздушную и прямо напротив последней петли этого ряда мы прикрепляемся под 2 петли, смотрите, под 2, не под одну, а под 2 прикрепляемся и вяжем, вытягиваем рабочую нить, вытянули и вяжем столбик без накида, затянули. Теперь мы подгибаем этот ряд, он уже не нужен сейчас. Мы будем вязать за эти полупетли. Вот они здесь находятся. Вот. Не с этого края, а наоборот к нам. Получается, что это ближние. И вяжем. Первая полупетля. Вяжем 1 столбик без накида и второй. Полустолбик. Следующая полупетля. Столбик с 1 накидом, обычный. Еще 1 столбик с 1 накидом. А теперь патентный столбик с 1 накидом. Один. А в следующую полупетлю таких столбиков будет 2. Столбик с 1 накидом патентный. Вяжем 1, накид на крючок и вяжем 2. Патентный столбик с 1 накидом. Провязали. В следующую полупетлю мы вяжем 1 патентный столбик с 1 накидом. 1. Следующая полупетля обычный столбик с 1 накидом. На крючок накид заходим в полупетлю и вяжем обычный столбик с 1 накидом. И еще одна полупетля мы заканчиваем полустолбиком. Каждый раз такой ряд мы будем заканчивать полустолбиком. И каждый раз мы будем прикрепляться в последнем столбике предыдущего ряда. Мы закончили, и теперь находим прямо основание вот этого крайнего столбика, заходим вытягиваем рабочую нить и вяжем столбик без накида. Вот мы уже провязали 2 лепесточка. Теперь мы опять должны взять в работу следующий сегмент.
Для этого мы заходим в серединку и вяжем один столбик без накида, второй и третий. Провязали, делаем петлю подъема, одна воздушная, поворачиваемся и будем опять провязывать вот этот ряд. На крючке петлю не трогаем, вторую пропускаем и вяжем в третью полупетлю. Дальнюю полупетлю мы вяжем столбик без накида. Раз, заходим в следующую, вяжем 2, еще одна, 3. А теперь смотрите, как легко можно ошибиться. Пойти вот сюда вязать. Будьте внимательными. Вот идем сюда. Это не наша дорога, нам нужно сюда. Именно по этим косичкам мы двигаемся, вяжем за полупетли. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Здесь у нас было 8, потом было 10, сейчас 12. После этого делаем петлю подъема и снова надо прикрепиться в параллельном ряду, за который мы потом будем вязать. Но сначала надо прикрепиться к нему, перейти на него. Находим 2 полупетельки или просто под одну петлю. Мы заходим крючком, вытягиваем рабочую нить и вяжем столбик без накида. Теперь мы можем этот ряд загибать и вязать за ближние полупетельки. Начинаем со столбиков без накида. 1 столбик, второй столбик без накида, третий. Здесь у нас был, когда мы вязали, 1 столбик, здесь было 2, а тут 3 столбика без накида в начале. Дальше идет полустолбик. Следующая полупетля — обычный столбик с одним накидом. Дальше накид на крючок, идет обычный столбик с одним накидом. Следующая полупетля идет патентный столбик с одним накидом. Сюда следующая полупетля, опять 1 патентный столбик с одним накидом. Следующая полупетля, 2 патентных столбика с одним накидом в одно основание. 1,
накидной крючок и сюда же, в это же основание, второй. Следующая полупетля 1, патентный столбик с одним накидом. Дальше обычный столбик с одним накидом. Обычный столбик. И последняя полупетля — это полустолбик. И нам опять надо прикрепляться. В этом ряду мы прикрепляемся у основания самого последнего или крайнего столбика предыдущего ряда. Вот так заходим и вытягиваем рабочую нить. Вытянули, а потом столбик без накида провязали. Вот, мы уже провязали столько листиков. Теперь нам нужен еще один сегмент. Переходим на него. Вяжем столбик без накида, второй столбик без накида и третий. Петля подъема, поворачиваемся и снова вяжем за дальние полупетли. Столбики без накида. Не пропускаем ни одной полупетли. 1, второй, третий, коварный поворот, но мы уже знаем, куда идти. Сюда мы не идем, а сюда. Вот поворачиваем к нам ближе. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и еще 2, 13 и 14. Добавилось еще 2, еще 2 столбика добавилось. Здесь было 8, 10, 12, а здесь 14. 14 столбиков без накида. И теперь надо опять прикрепиться. Делаем петлю подъема и прикрепляемся в параллельном ряду под 2 полупетли или под 1 петлю. Вот сюда прикрепляемся. Вытягиваем рабочую нить, захватываем и вытягиваем, после чего вяжем столбик без накида и начинаем опять вязать столбики без накида за эти ближние полупетли. Помните, мы здесь вязали 1 столбик, 2 столбика, 3 столбика без накида, а сейчас мы будем вязать 4 столбика без накида. Заходим в первую полупетлю, один столбик без накида, второй, третий, четвертый. И всегда один полустолбик.
Следующая петля. Обычный столбик с одним накидом. Рядышком еще один обычный столбик с одним накидом. Дальше идет патентный столбик с одним накидом. 1. Следующая полупетля. Еще один патентный столбик с одним накидом. Дальше у нас идет патентный столбик с одним накидом 2 раза в эту петлю. Накид на крючок, заходим, вяжем 1 столбик, накид на крючок, и сюда же, в это же самое основание, еще один столбик с одним накидом патентный. Далее мы идем, вяжем 1 столбик в одну полупетлю, в одно основание, патентный столбик с одним накидом. Дальше мы вяжем обычный столбик с одним накидом. И осталась последняя полупетля, и мы вяжем полустолбик. И осталось прикрепиться. В этом ряду мы прикрепляемся у основания крайнего столбика. Вот заходим, захватываем рабочую нить и вяжем столбик без накида. Все, мы пришли к последнему сегменту, их не перекрутите, все должно вот так логично. Прикрепляемся 3 столбиками без накида в последний сегмент. 1, 2 и 3. Вот так. После этого мы повторяем тот же самый алгоритм. Воздушная петля подъема, поворачиваемся и будем вязать за дальние полупетли. Столбики без накида. 1 провязали, 2, 3 столбик, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 столбиков без накида. И теперь мы еще раз прикрепляемся в последнюю петлю, которая проходит в этом ряду. Вытягиваем рабочую нить, захватываем, вытягиваем. Так, я забыла провязать воздушную. Здесь воздушную вяжем, петля подъема. Заходим,
вытягиваем и вяжем столбик без накида. И нам осталось последний раз пройти, провязывая тот самый алгоритм, какой мы вязали с этими рядами. Начинаем с петель, начинаем со столбиков без накида. Тут у нас был 1, 2, 3, 4, а теперь мы вяжем 5 столбиков без накида за полупетли, которые ближние к нам, ближние. Видите, это дальние, а это ближние. За ближние мы вяжем 1 столбик, 2, 3, 4, 5 столбик без накида. Дальше идет полустолбик. Следующая полупетля, столбик обычный с одним накидом. Дальше накид на крючок, обычный столбик с одним накидом. Дальше снова накид на крючок, обычный столбик с одним накидом. Теперь у нас идет патентный столбик в следующую полупетлю с одним накидом. Следующая полупетля мы вяжем 2 патентных столбика с одним накидом. В одно основание 2 столбика. 1 провязали и заходим в 2. Далее мы вяжем в следующую полупетлю 1 патентный столбик с одним накидом. Далее мы вяжем еще 1 патентный столбик с одним накидом. Теперь идет обычный в следующую полупетлю, обычный столбик с одним накидом. Накид на крючок, обычный столбик с одним накидом. И последняя полупетля у нас идет полустолбик. Закончили. И теперь мы должны опять прикрепиться в крайний столбик вот этого возвышающегося ряда столбиков. Прикрепляемся, заходим, вытягиваем рабочую нить, столбик без накида провязали. Вот так выглядит эта часть работы.